Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как сделать косметичку на скорую руку. Такую косметичку можно сделать не только из кожи, но и из фетра, плотного хлопка, джинсы, вельвета, в общем того, что есть у вас под рукой. Я взяла кожу с тиснением под крокодила толщиной 1,2 мм. Из этой кожи вырезала прямоугольник со сторонами 25 на 30 см. Вы можете делать другие пропорции косметички, больше или меньше, в зависимости от ваших целей. Подкладка кроится чуть больше по короткой стороне, плюс 0,5 см на подгиб. Кожа у меня не очень толстая, но края все равно нужно сшарфовать, так как прошивка пойдет двойная. Теперь надо пришить молнию. Если кожа у вас толще 1,5 мм и вы прошиваете не на машинке, можно не подгибать. Тогда не забудьте обработать торцы перед пришиванием молнии. Кстати, не забудьте прижечь концы обрезанной молнии, чтобы они не секлись. Чтобы ровно пришить молнию, лучше соединить ее половинки, ровно приложить и приклеить, а потом уже можно опять разъединять и прошивать. Припуск подкладки подгибаю по короткой стороне на полсантиметра при помощи трансфера. Так как кожа у меня с выделкой под крокодила, то чтобы ее ровно загнуть, я делаю с обратной стороны канавку при помощи бивеллера.
Тяжелый прикаточный ролик значительно облегчает процесс формирования загиба. Подкладку пришиваю вместе с лицевой отстрочкой молнии. Небольшое отступление. Мы запустили проект путешествий. Заходите на наш сайт unitytravel.ru, смотрите, изучайте. Если понравилось, присоединяйтесь, будем рады. После того, как пришита подкладка, деталь загибаю вдоль посередине с каждой стороны, образовывая тем самым складку. Далее эту складку надо прошить, обработав шов кантом. Для этого годится репсовая лента или полоска подкладочного материала. И последний штрих. Косметичку выворачиваю на лицо, расправляя все складки.
Ну вот и все. Если интересно, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание.